Всех приветствую! Как всегда записываем обновление обзора криптовалют, начинаем с биткоина. Вчерашний уровень мы так и не пробили, идет флэт. Смотрим на часе, что у нас здесь такое. А у нас наверх прошла тройка, и мы пошли дальше вниз. Какие варианты у нас здесь могут быть? Сейчас промерим, докуда мы все-таки дошли. Вообще скорректироваться мы должны были хотя бы вот до данных уровней в волне B. Немного не дошли, поэтому есть вероятность, что мы все-таки еще раз дадим прострел наверх перед тем, как идти дальше вниз по размеченному сценарию. Нарисованный сценарий, который я только что удалил с желтой линией, он еще актуален, но по немного другому пути. Я думаю, что мы все-таки здесь вот получили свечу с тенью. Она может говорить о том, что как раз таки с этих уровней мы развернемся и пойдем дорисовывать волну B. Данный сценарий пока актуален. Заброс наверх с дальнейшим снижением вниз. Дальше эфириум посмотрим. По эфириуму тоже глобально ничего не изменилось. Движение вниз, после которого ожидается коррекция наверх с дальнейшим снижением вниз. Промеряем. Вот сюда мы должны были скорректироваться. Тоже не дошли. И здесь, в принципе, очень похожая ситуация, как и на биткоине. Я ожидаю движения наверх, после чего снова вниз. Давайте Ripple посмотрим, что у нас обновилось. Тот, кто вчера входил по данной разметке, пока не получил ни стоп-лосс, ни профит, потому что флэт продолжается. А это говорит о том, что в принципе в прогнозе ничего и не изменилось. Также можно покупать с данных уровней с обязательной установкой стопов под чуть ниже вот этого лоя. Смотрим Dash, что у нас здесь по Dash. По Dash опять мы видим, что объемы не растут, движение продолжается вниз. Здесь был небольшой откат наверх, после чего я все-таки ожидаю, что дальше пойдем вниз. Прогноз по-прежнему актуален. Смотрим ADU. По ADE вчера вышла очень хорошая новость по ней, что говорит о том, что данная коррекция скорее всего завершилась и не достигла расчетной зоны. Cardano залистили на бирже Coinbase Pro. А там, как известно, всякую ерунду не листит. Это говорит о том, что мы пойдем дальше наверх. И если глянуть часовики, мы имеем здесь замечательную картину. И объемы появились, и индикатор пошел в рост, и падать это дело все не собирается. Поэтому какая здесь стратегия? Всеми нами любимая стратегия. Покупаем любые откаты с целью повыше. Большой рост объемов говорит о том, что локально здесь третья волна. Давайте киданем разметку. 1, 2. Здесь тройка. Будет четверка и пятерка. Куда ждать нам тройку? Сейчас киданем Фибоначчи. Это не та. Расчетную зону мы уже посетили. Сейчас посмотрим по структуре. И по структуре движения мы ее также завершили. Получили здесь спад объемов, дивергенцию. Вот здесь завершилась у нас предполагаемая тройка. Куда ждать четверку? Четверка не должна заходить за волну, за пик волны 1, поэтому сильно низко она не упадет. Куда-нибудь максимум вот сюда она и сходит. Может еще раз вниз дадут и наверх. Вполне возможно, что из текущих уровней полетим наверх, так как 18 числа откроются торги по этой монете на Coinbase Pro. И с большей вероятностью пойдем наверх. Какие у нее первые цели, если все-таки здесь завершилась коррекция в четвертой волне, и мы не пойдем ниже. Сейчас посмотрим. Данные уровни наиболее вероятны. Здесь у нас был и пик, так что, возможно, мы посетим пик. Как я и говорил давным-давно, что мы посетим этот пик, мы его, скорее всего, и посетим, и выше пойдем. Но, видите, более низкие уровни стали стартом движения к данному пику. Прогноз по Cardano — это движение наверх. Дальше Polkadot. Смотрим 4 часа. Polkadot дал небольшой отскок, но пока не может закрепиться тут наверху. И было это без объемов. С большей вероятностью мы пойдем дальше вниз. Но ради справедливости давайте посмотрим. Если это была и правда волна B, то, конечно же, мы уже посетили волну C. Это может быть концом волны C, но пока этого точно мы сказать не можем. Пока идет коррекция, нужно дождаться хорошего заходного, объемов неплохих, и тогда уже можно будет говорить о начале импульса наверх.
Следующая BNB. По BNB очень похожа картина, как и на Polkadot. Небольшие отскоки коррекционные, и дальше идем вниз. Здесь пока обновлять нечего. По BNB прогноз актуален. Смотрим рубль. А вот по рублю, похоже, случился разворот. Как мы вчера смотрели, мы пробили лой. Вот здесь буквально немножко зацепили, но пробили. Поэтому можно говорить о том, что здесь собрали стопы, кого они были. И вот этот импульс, вот так вот можно его применить. То есть вверх, вниз, здесь покупаем с дальнейшим движением наверх. И стоп уже здесь. Все эти кривые рисунки уберу. Дали хороший заброс наверх. И это очень похоже на волну 1 в новом движении наверх. Давайте посмотрим поближе, что это из себя представляет. Пока это всего лишь несколько часов. Поэтому что это может быть? Скорее всего, вот здесь была волна 1, 2. Это идет тройка, будет четверка. И дальше пятерка. После чего получим откат. Это хорошо для тех, у кого много долларов, но это не очень хорошо для страны в целом. Но мы здесь не об этом. Дальше смотрим индекс доллара. Глянем на 4 часах. Что-то изменилось. Но ничего толком и не изменилось. 3 волны вниз скорректировались. Получили заходной наверх. И сейчас ожидаем дальше движения наверх. Прогноз актуален наверх. Сегодня посмотрим EOS. В комментариях просили. Что у нас здесь происходит. Давно его не смотрели. Здесь у нас объемов нет. Локально пока точки входа нет. Но если смотреть более глобально, давайте на дневках, что здесь можно увидеть. А увидеть здесь можно неплохие уровни для входа. Большой объем, индикатор. Вполне возможно, это третья волна. Если смотреть от самых лоев вот здесь, то велика вероятность, что мы здесь видели волну 1. Хотя вот этот тень, конечно, говорит о том, что волна 2 закончилась вот здесь. Ну давайте так. Вот здесь была волна 1, коррекция. Мы идем в волне 3. Куда у нас волна 3? Волна 3 у нас вот сюда. Сюда мы и пришли. Сейчас идет волна 4. Мы зашли за пик волны 1, но это не страшно, если мы будем здесь пилить треугольник, и ортодоксальная точка конца волны 4 будет выше пика волны 1. Так что для EOS не все потеряно. Многие его ругают, но монета живая, объемы есть, ее торгуют, и ее время настанет. Допустим, если четверка после всех этих движений завершится, не преодолев пик волны 1. Куда будет движение волны 5? Это все примерно пока, но почему бы и не посмотреть. Мы вполне можем пойти вот сюда. То есть достижение троечки, достижение 6,7, 7. Вполне вероятно. Может быть, даже и вот в этот уровень сходим как раз таки в пик. А это у нас неплохой процент с текущих уровней. 60. То есть монета не умерла. Она может 100% дать. Это не говорит о том, что сейчас нужно в нее входить. Если посмотреть поближе, здесь пока нет объемов. Как только здесь будет какой-то выстрел, откат, можно будет рассматривать ее покупки. Пока вот такая ситуация на ней. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!